все знают Загадочника. Ну, знают, как фрикового чувака со странной фишкой постоянно придумывать тупые ребусы. Благослови Господь, что существует лечебница Аркхем, и Ридлер не попадает в тюрьму после своих шалостей. Что в отверстие вставляется, и веселье начинается. Пальчик в попе. Это, пожалуй, единственное, в чем Ридлеру действительно повезло, ибо так или иначе все его злодеяния проходят по одному сценарию. Нигма совершает череду краж, оставляя Бэтмену подсказки о следующем месте преступления. Сперва ему удается облапошить Темного Рыцаря, но в конце концов злодей прокалывается, получает по роже и отправляется куковать в психушку на следующие пару месяцев. Этот сюжет авторы крутили по спирали с 1948 года, когда вышел Детектив Комикс 140 с первым появлением Загадочника. Между делом безумно глупый сюжет, где Нигма вывел на рекламное табло кроссворд с ответом в виде названия банка, который он собирается ограбить. Ты чё, бабка старая, кроссворды составлять? Затем он напечатал большой пазл с рисунком Орлиного гнезда, отсылая на ночной клуб Готэма. И в конце концов вообще обленился, просто запустив гигантскую кукурузу кататься по городу. Во-первых, Никита Хрущев кончил бы от таких приколов, но к чему это вообще было? Во-вторых, схуяли все используемые объекты именно огромные. Комплексы, ман. Короче, примерно так и выглядели появления Загадочника в комиксах. Он, конечно, входил в состав культовых злодеев Бэтса наряду с Бэйном или Джокером, однако ни одной по-настоящему знаковой истории у него не было. Не было до 2022 года, когда Том Кинг написал одиночный выпуск One Bad Day и перевернул образ Ридлера с ног на голову. Только вот никто это не понял. Никто не понял Загадочника. Инициатива «Один плохой день», запущенная DC пару лет назад, представляла из себя серию ваншотов о различных врагах Бэтмена. Каждым отдельным номером занимался уникальный дуэт сценариста и художника, а сама концепция была очевидно вдохновлена Аланом Муром с его убийственной шуткой. Подобное надругательство над комиксоидной классикой с одной стороны принесло издательству мешки гвапа, а с другой взбугуртнуло горы фанатов. Это как так? Взяли культовую идею и испоганили ее, превратив в посредственную попытку заработать денег. И Джокер их пристрелил именно за это. Хотя нет. В целом, инициатива-то людям понравилась. Просто положительные рецензии не видны за горой опусов ненависти в сторону Тома Кинга. Образ Ридлера в сюжете выбесил читателей до чертиков, и импакт этого бомбежа переплюнул все хвалебные отзывы других ваншотов вместе взятых. И это до безумия угарно, ведь Кинг, единственный из всех авторов линейки, действительно реализовал идею One Bad Day, заложенную Муром 3 десятилетия назад. Потому для полноценного разбора истории стоит вернуться к оригинальному произведению, чтобы вообще понять предмет беседы. Убийственная шутка — настоящий феномен, который происходит в индустрии, дай бог, раз в декаду. Комикс, изначально задумывающийся и происходящий в альтернативной вселенной, а по итогу включенный в общее континьюти DC из-за своей глубины и значимости. Комикс, разделивший образ Джокера на до и после. Комикс, что за жалкие 40 страниц смог превзойти сотни выпусков ангоинга. Все вы либо читали шутку, либо смотрели ее мультипликационную экранизацию. Однако все равно кратко напомню сюжет. Джокер решает доказать Бэтмену, что один плохой день способен сделать из нормального человека сумасшедшего. Для этого он врывается в квартиру Гордона и простреливает брюхо его дочери, оставляя девушку инвалидкой. Она хотя бы подняла жопу с дивана, пошла и это сделала. А затем похищает комиссара и погружает его в психоделический трип внутри заброшенного цирка. Параллельно этому нам рассказывается оригин клоуна. Джек Напьер был неудавшимся комедиантом, который ради жены и ребенка пошел на помощь бандосам в ограблении завода, где раньше работал. По ходу дела соучастников случайно убили копы, и Джокер от страха перед смертью упал в радиоактивные химикаты, выплыв из которых уже не был прежним. В наше время на место действия прибывает Бэтмен, обезвреживает злодея и пытается помочь ему стать нормальным. Ведь все зашло слишком далеко, и иначе Темному Рыцарю придется убить своего врага. Комедиант отвечает, что уже поздно что-то менять, и вспоминает шутку. Как-то раз два парня сидели в психушке. И одной ночью, они поняли, что им там больше не нравится. И они решили сбежать. Вот, забрались на крышу, осталось только перепрыгнуть на другую. Они видят крыши города, и первый парень, он перепрыгивает, никаких проблем. Но его друг, он ни в какую, слишком боится упасть. Значит, у первого парня появляется идея. Он говорит: «Эй, у меня есть фонарик, давай я посвечу им между крышами, а ты пройдешь по лучу прямо ко мне». Но второй парень отвечает: «Ты что думаешь, я совсем свихнулся? Ты же выключишь его, когда я дойду до середины». Джокер нещадно угорает собственного прикола, когда к нему неожиданно присоединяется Бэтмен. Смеясь,
Уэйн хватает клоуна за грудки, кадр уходит вниз, и смех затихает. Что это вообще значит? В процессе подготовки к ролику я прочитал больше 10 трактовок убийственной шутки. От самых примитивных, что Бэтмен не убил Джокера, ибо потом выходили комиксы, где оба были живы. Разумеется, Аланчику не поебать на континенте DC и лор вселенной, ну конечно. До совсем отбитых. Типа на одном кадре во время драки Брюс смотрит на свою руку. А до этого Жока убил человека с помощью кнопки, обмазанной ядом. Так что в этот момент Уэйн понял, что заражен и скоро умрет. Поэтому он решился убить своего главного антагониста, а засмеялся из-за токсина, проникшего в тело. Полная бредятина, хотя бы потому, что за пару страниц до этого видно, как яд убивает человека за пару секунд. Это уже фейл, чувак. Моя личная версия куда проще. Мур в своих работах всегда любил симметричность. То есть, чтобы комикс начинался и заканчивался со схожих элементов. И в убийственной шутке сценарист себе не изменяет. Буквально первая панель сюжета показывает капли дождя, падающие на затопленный асфальт Готэма. На следующем кадре план чутка отдаляется, демонстрируя два лучика света, отражающиеся на водной глади. Вернемся к концовке и видим уже один луч. Картинка плавно приближается, и вот свет исчезает вовсе. Остается лишь грузный дождь. Этот визуальный прием можно напрямую соотнести с анекдотом комедианта. Два сумасшедших выражают Джокера с Бэтменом, переживших один плохой день. Первый, когда пошел на ограбление и упал в химикаты. Второй, когда потерял родителей в преступном переулке. Не так важно, кто из персонажей перепрыгнул через здание, а кто не решается последовать за ним. Вопрос в перспективе. С одной стороны, мышь, уговаривающий клоуна вылечиться и бросить преступность. С другой, клоун, провоцирующий мышь выйти за пределы моральных рамок. Этот луч света, который псих предлагает провести через пропасть, чтобы помочь товарищу, бесполезен. Выключи или не выключи он его посередине пути, чувак все равно умрет. В этом и заключается убийственная шутка. Мы не знаем, какой именно персонаж убил другого в конце. Это абсолютно не важно. Они оба сумасшедшие, и кому-то из них в любом случае готовы на смерть. Нас оставляют наедине с мрачной гладью воды, без единого луча. Конец. Там есть глубокая культурная, моральная составляющая. Именно поэтому работа Алана Мура настолько велика. Она заставляет размышлять, прокручивать историю в голове раз за разом, чтобы по итогу эффектно взорваться. Не просто же так сюжет поменял комиксы о Бэтмене, сделав героя гораздо более мрачным и серьезным, а его противника жестоким и ебанутым. В каком-то плане Жока и Бока действительно умерли в конце. По крайней мере, их былые образы. Для индустрии подобный случай действительно уникален. Ведь, как правило, персонажи не выходят из привычных для читателя статусов кво. Даже сам Мур не писал ничего подобного, предпочитая создавать базу для новых героев, а не менять уже известных. И под таким углом Хранители уже не кажутся лучшей работой сценариста. А теперь представьте, насколько трудно переплюнуть заданный гением уровень и попробовать переиначить заложенную им мысль. Джефф Джонс вон пытался и обосрался, Джефф Лемир тоже пытался и тоже обосрался, а у Тома Кинга получилось. После длительной прелюдии мы наконец-то дошли до сути. Можно вставлять. Один плохой день загадочника стартует с вида от первого лица. Стереотипный офисный планктон решает пораньше уйти с работы, чтобы уговорить дочку не пропускать тренировку. Он спорит с женой по телефону, зайдя в лифт, встречается с коллегой, выходит на улицу и... бах! Из-за угла выходит Ридлер, убивает мужчину и сдается полиции. Тут сразу хочется отметить метод повествования, используемый Кингом. Это тонкое искусство смолтока, присущее в первую очередь американцам, выделяет работу сценариста на фоне англичанина Мура. Аллан, безусловно, невероятно круто вплетает в свои монументальные произведения вечные идеи, но с проработкой диалогов и отдельных сцен у него бывают проблемы. В отличие от Кинга, который через пробы и ошибки надрочился вплетать большую историю, отдельные элементы, цепляющие читателя. Ты с первых страниц погружаешься в выпуск, потому что тебе показывают не абстрактное логово злодея или Бэт-пещеру с нудной завязкой, а ситуацию, которая может произойти с каждым из нас. Любой человек живет свою размеренную жизнь с головниками и траблами и даже не думает о том, что может умереть прямо сейчас. Пускай от рук не суперзлодея, а пьяного водителя или упавшего кирпича. Примитивные диалоги о бытовых проблемах
моментально включают незаинтересованного читателя в историю и заставляют жадно перелистывать страницу за страницей. Так или иначе, дальше сюжет идет по тропе убийственной шутки. Загадочник на допросе Гордона признается, что он подговорил Джокера выстрелить в Барбару и в целом придумал мысль об одном плохом дне. С этого, кстати, фанаты и подгорели. Вот это говно, а вот это Джокер. Комиссар взрывается, избивает Нигму и сажает того в тюрьму. Однако злодей из-за решеткой продолжает буйствовать. Сначала заставляя проспорившего сокамерника совершить самоубийство, а позже принуждая охранников стрелять друг в друга. Эти несколько сцен тоже можно отнести к искусству смолтока. Ради них вам стоит самим прочитать номер, не буду спойлерить. В общем, Ридлер оставляет выжившего Гордона, без сопротивления выходит из тюрьмы и ставит на уши весь город. Перепуганные полицейские экстренно переезжают в другой штат. Глава Нацгвардии умывает руки, ибо его сын уже неделю как пропал. 5 мафиозных боссов после убийства жен клянутся не трогать Нигму, не говоря уже о психах. Макси Зевс, например, отрекся от греческого пантеона и на лбу вырезал вопрос, что стреляет в пятку, а попадает в нос. Параллельно этой линии нам открывается прошлое Загадочника. Будучи сыном строгого директора элитной готэмской школы, Эдвард обязан был быть первым во всем. Однажды новый учитель дает детям сложный тест, в конце которого оставляет загадку. Идеально вызубрив теоретическую часть, Нигма не придумывает ответ. А так как для его отца 97 из 100 отвратительный результат, мальчишке достается ремнем по попе. И так раз за разом, пока в один из дней Ридлер не ворует варианты будущего экзамена из-под носа учителя, чтобы списать очередную загадку. На следующей неделе препод подзывает студента к себе и делится, что в последний момент поменял вопрос, поэтому знает, что Эдвард жульничал и планирует рассказать его батьку. Пацан возражает. Я просто хочу ответить кое-кому на кое-что. Вы никому ничего не расскажете, говорит малой, забивая учителя до смерти. И немного прервусь, пока я все это пересказывал, вы наверняка разглядели страницы комикса и заметили, насколько интересно реализован цвет в сюжете. Митч Герритс, художник выпуска, в отличие от Брайана Боланда, рисовавшего убийственную шутку. Я только на этапе монтажа заметил, что Брайан Боланд выглядит как какой-то старый дед. Че, Петрович, здоровый комикс начал рисовать? Интересно, тебе весело? А картошку кто копать будет? Работает в диджитал-пространстве. И эта фишка выгодно отличает его от предшественника. Ведь компьютер позволяет менять цветовую палитру и температуру в любую сторону, стилизуя каждый временной отсек под отдельный пресет. Если прошлое героев выполнено в темно-оранжевых тонах, то настоящее отдает мутно-болотным оттенкам. А в избранных кадрах картинка вовсе размывается, становясь похожей на нечеткую акварель. От такой своего рода цветовой призмы меняется как восприятие сюжета, так и твое настроение во время прочтения. Как бы при беглом пролистывании подобное решение почти незаметно. Ты просто воспринимаешь историю и не видишь, как пышущие энергии желтые лица героев в прошлом сменяются бледными как смерть физиономиями в настоящем. Сплэш-пейдж в конце выпуска — единственная страница, где можно отследить четкое разграничение покраса и поистине восхититься скиллами Герритса. Как мне кажется, художнику однозначно удалось превзойти Брайана Боланда с его пускай и реалистичной, но, увы, устаревшей рисовкой. Парень, вообще-то не рисовка, а рисунок. И я тупой ублюдок. Вернемся к главному. Пока Ридлер творил бесчинство, Бэтмен бегал по городу и пытался понять, что вынудило Нигму выйти из привычной игры. Почему в один случайный день человек резко переменился и сошел с ума? В процессе расследования Уэйн разговорился с женой убитого мужчины и не нашел ни единой ниточки, ведущей к злодею. Метанул с отцом Эдварда, который 20 лет не видел сына, стыдясь потерянного таланта. Выяснил, что загадочник убил свою мать-проститутку. И в конце концов пришел встретиться с противником с глазу на глаз возле той самой школы. Увидев темного рыцаря, преступник раскрывает карты. Все время их противостояния он знал тайну личности Брюса. Более того, не раз наведывался к нему в особняк, оставляя подсказки. И ему надоело играть по привычным правилам. Он больше не намерен терпеть избиения и врубает ульту. Любое прикосновение будет приводить к убийству невинного человека. Бэтс больше не имеет права мешать ему, а иначе лишится кого-то из Робинов. Весь город в его руках. Нигма победил, ведь догадался, что Уэйн никогда не выйдет за моральные рамки. Нахуй загадки. Мистер Вопрос уходит из здания. Все, кто так поступает, вот идите к Милонову. Вот идите к Милонову, прям ставьте ему лайки, плюс, но не называйте себя гиками. Тем не менее, через пару дней, прихорашиваясь в туалете особняка и прослушивая переговоры героя, Ридлер обнаруживает Бэтмена, стоящего за своей спиной. Брюс устал терпеть хаос, и раз злодей изменился, придется измениться и ему. Отгадай-ка, Эдвард, хотя мы встречались лишь один раз, ты запомнил меня навечно. Что я?
Конец. Заметьте, никакой симметрии начала и конца, никакого единства антагонистов, никаких лучей на асфальте, лишь чернеющая пустота. Бэтмен действительно убил загадочника. Иронично, комикс не оставляет вопросов в конце, потому что и мысль Кинга в другом. По сути, сценарист оспаривает муровскую концепцию одного плохого дня. Как сам сюжет, так и важнейшие моменты не происходят в рамках 24 часов. Долгие ночи расследования Брюса и размышления о нормах морали. Не менее долгие дни бесчинства Ридлера, который все больше и больше путает берега. Это длинное, отчасти растянутое повествование прямо кричит: ну не может человек измениться в один момент. Детские травмы Нигмы из-за избиения отца, воспринятые многими читателями клишированным оригин любого комиксного плохиша, подводят читателя к очевидному выводу. Как Джокер стал собой не из-за несчастного случая на заводе, так и Ридлер решил посвятить жизнь злодеяниям не после единственного убийства. Это копилось долгие годы. Не будь Джек Напьер неудавшимся комиком с беременной женой, пошел бы он на криминал? Вряд ли. С другой стороны, Эдвард, который долгие годы не терпел унижения сначала от отца, а затем и Бэтмена, не был бы вынужден адаптироваться, потерять рассудок и выйти за моральные рамки. Один плохой день — это выдумка, созданная, чтобы утешить, убедить самого себя, что каждый может сломаться из-за случайного события. Однако жизнь работает иначе. Комиссар Гордон остался в добром здравии даже после психоделического трипа от Джокера, а жена убитого мужчины продолжала жить и искать хорошее в людях. Их примеры ломают теорию на корню. Хотя в целом это загадочника не волнует, ведь свою главную цель — Темного рыцаря — сломать у него получилось. Защитник Готэма, такой же псих, как костюмированные злодеи, с которыми он борется, был вынужден перешагнуть через то самое здание по свету фонаря. И пускай физически остался жив, морально расшибся об асфальт на миллион кусочков. Пути назад нет, ни единого лучика в небе, только зияющая пустота. Все знают загадочника. Ну, знают как единственного злодея, что смог победить Бэтмена и превзойти его не столько в интеллектуальной, сколько в этической дуэли. Тому Кингу почти удалось реконструировать и создать персонажа заново, как сделал это Алан Мур в свое время. Проблема лишь в том, что никто из читателей ничего не понял. Так вот это быдло, оно портит нашу гик-культуру. Что-то я подумал, я на мрачнике каком-то лютом закончил. Короче, не грузитесь, это все полная хуйня, комиксы какие-то. Запомните одно, самое важное. Не становитесь быдлом. С вами были Epic Club.